Друзья, а вы знали, что каждый телевизор нужно смотреть на определенном расстоянии от него? Это зависит от диагонали телевизора, от его разрешения и от того, насколько у вас есть бюджет, либо нет. Тут уж тоже такой немаловажный момент. Так вот, дело в том, что компания Panasonic в свое время проводила исследование, какое расстояние должно быть для телевизора, либо вообще по-другому, какой телевизор купить, если у вас есть определенное расстояние до того места, куда будет установлен телевизор, от того места, где вы сидите. Так вот, самый правильный расчет размера телевизора под вашу комнату, либо под то место, где вы сидите, на канале Технозон. Поехали. Вы сейчас перед собой видите 43 дюйма телевизор. Это 4К телевизор, и по исследованиям компании именно Panasonic, его нужно было смотреть именно для 4К на расстоянии от 1,1 до 1,5 метра. И чтобы вы понимали, это вот примерно, давайте так, 1,5 метра мы сейчас с вами вымеряем, 1,5 метра. Вот он размер веса. Показывай меня, отходи чуть дальше. Вот, отходи за меня. И вот мы сейчас с вами это смотрим с вот такого расстояния. А теперь я вам объясню, какой принцип преследовала компания Panasonic, когда это внедряла и на что это влияет. Во-первых, у нас есть несколько факторов. В данном случае влияет на размер, у нас есть три типа телевизоров, которые исследовались: HD 720p, HD 1080p и Ultra HD 4K 3260 на 3280. 3840 на 2160, это уже заговариваюсь, просто-напросто. И что бралось? Первое, пикселизация. Второе, это движение головы. И почему это важно? Потому что в момент просмотра вам важно, чтобы ваша голова не двигалась, вернее, важно для вашего здоровья. И также важно, чтобы ваш глаз не различал пиксель. Объясню дальше. Дело в том, что пикселизация делает дополнительную нагрузку на глаза. Это когда ваш глаз начинает излишне фокусироваться, и тут уже может у вас возникнуть постепенно спазм аккомодации, да, там чуть припасть зрение, начинается усталость глаз, начинаются головные боли со временем, и плюс движение головы. Давайте я вам покажу, что происходит, когда вы неправильно смотрите на размер. Допустим, этот телевизор у нас пускай будет 70 дюймов. Если у вас очень большой телевизор, и вы смотрите, и он у вас не помещается на определенном расстоянии, то ваши глаза начинают делать вот так вот по сцене, следя за объектами. Начинается спазм мышц, которые отвечают за движение глазных яблок. Если совсем большой телевизор, то отходи чуть дальше. Если совсем большой телевизор и вы сидите достаточно близко, то кроме движения глазных яблок начинается движение головы для слежения за объектом в дополнение к глазным яблокам. И что же там вот эти вот все специалисты, кстати, они это все проводили вместе с медицинскими, скажем так, с представителями медицины. Я не знаю, кто конкретно там был из представителей медиков, но медицину они действительно задействовали. И в конечном итоге, давай поворачиваемся к телевизору, в конечном итоге при просмотре очень большого телевизора с неправильного расстояния, с неправильной пикселизацией, пикселизация отвечает за движение глаз, а неправильное расстояние в размерах отвечает за дополнительное движение головы. Спазм шейных мышц, спазм мышц глаз, когда вы долго сидите и они постоянно двигаются, и спазм аккомодации, это спазм мышц, которые держат ваш хрусталик. И в конечном итоге, вроде телек классный, большой, купил OLED, нифига себе там 4К, 8К, а голова болит. Что с этим делать, никто не знал. Ну, короче, существует формула, и вообще есть таблица. У меня есть даже эта таблица, не знаю, могу вам вывести на текущий момент, какая... Давайте кепочку оденем. У меня вот есть табличка, я специально ее заготовил для вас. Она очень большая. Вы ее сейчас перед собой видите. Вы можете использовать эту таблицу с уже высчитанными, скажем так, коэффициентами. Но я вам сейчас сам дам самую правильную формулу расчета того, как нужно смотреть. Эта формула была выведена не мной, эта формула выведена специалистами. Итак, если у вас телевизор 720p, как рассчитывается?
При просмотре телевизоров с разрешением HD рекомендуемое расстояние равное 3-4 диагоналям экрана. Объясню. Берете диагональ, замерили именно от видимой части экрана. Здесь у нас получается 110 сантиметров, ну в данном случае. Если бы у нас этот 43-й телевизор был именно HD 720p, то мы должны были бы его смотреть для того, чтобы не страдали ваши глаза и не было видно пикселей, не было пикселизации с расстояния 3 метров. Да! Вот такой вот. А некоторые считают, что маленький нужен для близкого расстояния, а прикиньте, нет. И это говорят специалисты. А теперь дальше. Смотрите, если бы этот телевизор был уже Full HD, то для Full HD расстояние составляет 2-3 диагонали. То есть пиксели меньше, их больше, плотность пикселей больше, пикселей меньше. И уже здесь мы смотрим 110, уже 2-3, то есть с расстояния 2 метров. То есть 2,20, вот у нас 110, и, грубо говоря, еще одни 110. Вот с этого расстояния вы должны были бы смотреть Full HD экран. При этом у вас исчезает движение, ну оно изначально не будет движения головы, движения вот этих мышц. Вы полностью следите за экраном. И вот почему я не советую на текущий момент использовать Full HD панели. Потому что уже все, уже устарело, нужна большая плотность пикселей, для того, чтобы не уставали глаза, а во-вторых, вам позволит это смотреть ближе, при большем расстоянии, потому что оптимальное расстояние, если это 4К телевизор, если это хороший 4К телевизор, то вы можете его смотреть с расстояния 1-1,5 диагонали. То есть, ну, само собой компенсируется за счет увеличения диагонали. Например, 43-ю вы можете смотреть оптимально с 1,10 м, 1,60 м, да, от 1,1 до 1,5 м, до 1,5 вы сможете смотреть 4К. Если это будет уже, допустим, диагональ 200, то это само собой автоматически вы сидите дальше, но у вас полностью в полях зрения матрица, у вас полностью пикселизация, которую глаз не видит и не отличает качество картинки, поэтому нет напряжения аккомодации, и у вас минимальное движение глазных яблок при движении объектов, и это самый комфортный просмотр. То есть вы поняли принцип, я вам принцип озвучил, и здесь сейчас вот вам эту формулу, грубо говоря, расписал. Ребят, самый правильный метод расчета. Пишите свои комментарии, кто как смотрит, кто как рассчитывал. А с вами, конечно же, был Бабл на канале Технозон. Пока.